Всем привет! Маршрут этого путешествия выбрали мои подписчики. Проголосовали за Соль-Илецк в группе «Кругосветка с Третьяковой» ВКонтакте. Едем на соленые и грязевые озера. Чем больше, тем лучше уж, естественно. Друзья, в своем прошлом видео «Оренбург. Граница Европа-Азия» я не упомянула про соль-илецкие арбузы, когда показывала арбузы на центральном рынке. И получила в ответ огромное количество гневных комментариев. Сегодня исправляюсь, и будет очень много местных соль-илецких арбузов. И назад в мезозойскую эру. Увидите редчайшие меловые горы. Здесь ракушечка есть. Там пойдешь, если увидишь. Выезжаем в Соль-Илецк из Оренбурга, направляемся в сторону границы с Казахстаном. Эта трасса – часть международного транспортного маршрута Европа-Западный Китай, новый шелковый путь. Кстати, древний шелковый путь пролегал здесь же. Видите, даже сохранился фрагмент старого каменного моста. В выходные на соленку едут за сотни километров. Соль-Илецк – курорт народный и доступный, 5-звездочных отелей там не найдете. Если по интернету жилье вы не забронировали, то можете сделать это уже на трассе, не доезжая до города. Зазывалы стоят прямо вдоль дорог. Ориентироваться в самом городе можно и без навигатора. Самый большой поток машин к озерам и обратно. Справа от нас Черный дельфин, самая большая в России колония особого режима, где отбывают срок пожизненно осужденные. Первая тюрьма появилась в Соль-Илецке еще при императрице Елизавете Петровне. Ссыльные работали на соляном карьере. В начале 20 века паводковые воды реки Песчанки затопили котлован, образовалось озеро Развал с полезными для здоровья свойствами воды. Вообще в Соль-Илецке каждый дом – это гостиница. Здесь везде можно снять комнату на ночь или на неделю. Самая дорогая гостиница, которую мы сегодня видели, предлагала 4-местный номер за 5000 рублей. Но все номера были уже забронированы. В общем, вариант такой а-ля Геленджик. Да. Все радости отдыха. Где-то есть телевизор, девочки. Разместились и сейчас идем на сам курорт, на Соленое озеро. Местечко по атмосфере своей чем-то напоминает такие азиатские курорты, где на одной улице вместе транспорт, люди, тротуары отсутствуют, жарко и достаточно шумно. Привет, ты на первую вечеринку? Все, мы на Соленом озере, ура! Дальше расскажу, где не стоит снимать жилье, иначе рискуете испортить отдых. И можно ли сравнивать Соль-Илецкое соленое озеро или Израильское Мертвое море? Каждый сезон на соленку приезжает до 1,5 миллиона человек. Самое соленое и популярное у отдыхающих озеро Развал, особенно многолюдно на том берегу, который прилегает к набережной. Если пройти дальше, туристов чуть меньше. Соль-Илецкое соленое озеро часто сравнивают с Израильским Мертвым морем. Кое-что общее между курортами действительно есть. Концентрация соли здесь 320 граммов на литр, в Израиле 315. Готово. Спасибо огромное. Значит, надо здесь держать арбузотерапию. В общем, прочищаем почку. Прочищать надо, да. Это очень полезно. Просто не все могут выдержать. Тут столько соблазнов. Людям хочется и пиво попить. Мешает. С арбузом мешает. Да. Да, отлично. Проводить в озере рекомендуют не больше 20 минут за один раз, погружаться до уровня груди, иначе вместо пользы можно нанести вред сердечно-сосудистой системе. После купания соль можно не смывать около часа. Так называемый соляной плащ тоже имеет оздоровительный эффект. Чипсы, кукуруза, чершкева. Лечебная в Соль-Илецке не только вода, но и сухой воздух. Если появляются слезы и насморк, это антимикробное воздействие мелких частиц соли и микроэлементов. От огромного соляного пласта, который выходил на поверхность горы Туз-Тюбе, сохранились соляные глыбы. Кроме соленых озер, здесь еще есть грязевые озера, и сейчас посмотрим, что они из себя представляют.
Озер на Солилецком курорте 7, каждая уникальна по химическому составу. Передвигаться между водоемами можно пешком или вот на таком местном транспорте. Везет до грязи. А если пешком, то сколько идти? 2 километра. Это долго ждать, да? Ай? Долго ждать, когда 1,5 часа ждали мы. Ну мы сломались, а? Мы решили пройтись пешком и полюбоваться озером Дунино, оно же Бромное. Озеро неглубокое, всего около 3 метров. На берегу есть участок с лечебной грязью. Сюда тем, у кого депрессия и стресс. Купание полезно для иммунной и нервной системы. Добыча соли в этом месте продолжается, и видите, за этим забором действующее предприятие. Сейчас соль добывают на глубине в несколько сотен метров. Ее продают по всей России. Дальше движемся мимо озера Голодные Воронки. Тут такие мелкие озера. Здесь гораздо меньше туристов и приятнее проводить время. Еще одно сходство между Солилецким озером и Израильским – это автобусы, которые курсируют по территории курорта. В Израиле передвигаться пешком гораздо сложнее, чем здесь. Здесь есть вот эти деревянные помосты, а там только по горячему, раскаленному, я бы даже сказала, песку. И, в общем, без вот этого автобусика вообще нереально передвигаться. А это Грязевое озеро. Находится дальше всех, но добраться до него стоит. Вот что касается грязи, то здесь, в Солилецке, мне вот эта процедура нравится даже больше, потому что в Израиле там грязь собирают по берегу всего Мертвого моря и в таких железных больших контейнерах привозят. И вы уже берете вот из этой бочки эту грязь, себя мажете и потом смываете в душ. А здесь можно это непосредственно делать в озере. Это гораздо интереснее, гораздо приятнее. Девчонки, расскажите, как ощущения? О, прикольно. Немного противно. Да, ну запах неприятный. Но здесь еще более-менее, вот на другом озере, там, ну нет практически грязи, но запах сильнее. На теле ничего нет, а вот лицо стягивает. Ну, чем больше, тем лучше, естественно. В соленых озерах там вода теплая, а в пресном она такая прохладная. На обед на курорте предлагают плов из самсу, чебуреки и картофель фри. Можно зайти и в кафе за территорией курорта, но если захотите вернуться, придется покупать новый билет. Солилецкую грязь забирать с собой запрещено, в продаже ее тоже нет. Предлагают альтернативу, например, крымскую грязь. А что еще, какие сувениры берут отсюда у вас? Мыло, специи. Вот это вся гималайская соль. Здесь она богата очень много минералами. Брома много и кальций. Здесь магний. Вот здесь где-то больше накопление йода есть. Здесь бром. Сейчас 8 часов вечера, и берега Солилецких озер потихоньку пустеют, а в 10 часов железные ворота будут окончательно закрыты. После заката в Солилецке начинается ночная жизнь. Хороших кафе не так много. Меню несут долго, можно прождать до 40 минут. На ужин советую попробовать местного молодого ягненка. На самом деле вкусное и очень нежное мясо. Шашлык здесь на любой вкус. Аппетитно готовят и овощи на гриле. В выходные соленка гудит до самого утра. Мой вам совет: если хотите отоспаться, снимайте номер подальше от самих озер. Музыка будет грохотать до 5 часов утра. А если планируете именно такой отдых, то для вас рядом много частных гостиниц. Дальше на Бахчи за арбузами и дынями, как выбрать самые спелые. Ароматно. И путешествие в мезозойскую эру. Покажу вам чертов палец. Движемся в направлении российско-казахстанской границы. Это Акбулакский район Оренбургской области. Пересекаем городок Акбулак и сворачиваем с трассы. Впереди Покровские меловые горы. Нам повезло, прошел небольшой дождь. Он прибил белую пыль. Лишь порывистый ветер время от времени поднимает облака мельчайших частиц мела. Ну что, давайте пойдем поищем когти динозавров. Меловые горы представляют собой выход на поверхность пищевого мела.
Эти породы образовались в конце мезозойской эры. От этого места до границы с Казахстаном всего около 10 километров. Здесь среди меловых пород ученые находят останки древних животных и растений. Здесь ракушечка есть. Там пойдешь, если увидишь. Вон, смотри, вон наверху, вот тоже вот эти вот выбоины. Вот он идет. Сложно представить, что когда-то на месте засушливого Оренбуржья был океан или море. Но вот эти ракушки как раз об этом и говорят. В 20 веке здесь был завод по выработке пищевого мела. Будущее российского экстремального туризма. Соня, возвращайся. Здесь стоит внимательно смотреть под ноги, и не только ради безопасности. В Покровских меловых горах сохранились редкие степные кальцифилы – растения, которым подходит почва, богатая соединениями кальция. Кстати, в Солилецке встретили любителей погрызть мел, и вот они нам сказали, что вот этот мел на вкус самый лучший. Мы предпочитаем есть арбузы и дыни. В этих краях рынки тянутся вдоль трасс. Отправляемся на Бахчи. Здесь арбузы продают по 5 рублей за килограмм. Берете больше, платите меньше. Они уже спели. Слушайте, а вот еще говорят, есть поливные, неполивные. Это какие? Это поливные до сентября. А вот после сентября это не поливной арбуз. Они еще не поспели. Суходол. Спелый арбуз при постукивании издает глухой звук, при сжатии потрескивает. При выборе дынь есть свои секреты. Тяжелая дыня слаще, чем легкая. И вот узоры, вот видите, мельче должно быть, вот, много. В общем, неполивные арбузы, как нам сказали, поспеют только через месяц. И вот Полина уже собирается приехать сюда с пустым багажником, чтобы набить его арбузами. Друзья, поддержите канал «Кругосвет Костритьяковой» лайком и комментарием. Подписывайтесь и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые путешествия и интересные маршруты. Всем отлично отдохнуть в последние недели лета. Пока-пока.